Всем привет! Мы продолжаем ретро-рубрику канала, вспоминая легендарные советские грузовые автомобили и рассматривая масштабные модели, давно снятые с производства. Герой сегодняшнего видеоролика – трубовоз на базе ЗИЛ-157. Очень интересная и крайне необычная масштабная модель, которая поступила в продажу в январе 2015 года. И тогда Deep представил два варианта исполнения трубовозов. Модели не сильно отличались друг от друга, из видимых отличий я обнаружил разные регистрационные номерные знаки и цвет кабины. Одна машина была бежевая, вторая темно-синяя с логотипами предприятия на дверках. Я выбрал первый вариант в свою коллекцию, и когда эта модель была новинкой, то особо не обращал на нее внимания. Были другие приоритеты, преимущественно иностранные автомобили, и как-то этот грузовик я обошел стороной. И модель приобрел в коллекцию значительно позже, по уже завышенной цене, и этот набор мне обошелся почти в 150 евро. Конечно, довольно дорого, но в нынешних реалиях это вполне адекватная цена за такой уровень проработки. И не стоит забывать, что подобные специализированные автомобили обычно никто и не выпускает. Есть вполне хорошие лесовозы от мастерской Сарлаб, но они стоят дороже, и там изделия из полимера, а здесь все же полноценная металлическая модель. И давайте распакуем коробочку, посмотрим на этот грузовичок поближе. Вы в комментариях можете написать, а какие ЗИЛ-157 есть в ваших коллекциях. Возможно, вы покупали модели в коробочках Автоистория, Start Scale Models, собрали сами модель из набора AVD Models, или, возможно, вы приобрели более бюджетный журнальный вариант, который тоже довольно часто мелькает в продаже. И у меня в коллекции довольно много разнообразных ЗИЛ-157, преимущественно от Deep Models, и на многие модели я делал видеообзоры. Кому интересно, можете найти старые видеоролики на моем канале. И некоторые модели из своей коллекции я не демонстрировал и покажу в будущих видеороликах. И данная масштабная копия поставляется в довольно крупной упаковке. Коробочка оформлена в классическом для этого бренда стиле, темно-зеленая картонка. На боковине есть схематический рисунок, состоящий из сидельного тягача ГАЗ-51, полуприцепа для перевозки контейнеров. На одной из боковин есть наклеечка с артикулом, по которому можно найти автомобиль в интернете. И на второй стороне есть схематический рисунок автобуса ЗИС-127. На нижней стороне нету какой-либо информации. И, естественно, эти модели изготовлены в Китае. И в похожей упаковке также встречаются модели вездеходов «Синяя птица», естественно, автомобиль, который изображен на одной из сторон, и автобус ЗИС-127. И на эти модели я тоже давно делал видеообзоры. Модель поставляется в довольно тяжелом и вполне качественном боксе, и дополнительным страхующим элементом выступает фиксационный блистер, который прижимает модель к подставке, чтобы она случайно не соскочила с крепежных опор и не повредилась при некачественной транспортировке. И также в блистер здесь упаковали 3 металлические трубы, которые при желании вы можете установить на грузовую платформу. Давайте уберем колпак. Посмотрим на инструкцию по демонтажу автомобиля. Первой деталью вы убираете распуск, затем демонтируете грузовик, приподнимаете заднюю часть и затем вынимаете из фиксаторов передний мост. А установка модели обратно ее демонтажу. Вот так выглядят трубы. Они завернуты в специальные салфеточки. Одну трубу я уже развернул, чтобы показать, как она выглядит. Черный металл, тоже довольно реалистичный элемент, но хотелось бы трубы чуть длиннее. Но опять же, тогда нужно искать под модель специализированный бокс. И, возможно, я подыщу более длинные трубы и сделаю чуть видоизмененную сцепку. Давайте посмотрим на сам грузовик. У него довольно жизненный цвет, хотя 157-е ЗИЛы, которые мне попадались на глаза в реальной жизни, были все темно-зеленого цвета. Надстройка здесь как раз темно-зеленая.
Рама распуска сделана из металла, как и ходовая часть грузовика. И, кстати, у этого грузовика металлические крылья, в отличие от костромских аналогов. Отлично покрашена, собрана модель, нету видимых пятнышек клея, прекрасно детализирован интерьер и кабина изнутри окрашена в цвет грузовика. Сиденья выделили коричневой краской. Стеклоочистители из фототравления тоже покрасили бежевым цветом. Уже с завода установили зеркала заднего вида. На других модификациях ЗИЛ-157 зеркальца клали в отдельный пакетик. Уже говорил, мне больше нравятся модели с демонтированными зеркалами, потому что я их часто распаковываю из боксов. И попросту хрупкие детали могут потеряться или сломаться. На панели приборов есть различные декали. Дверные ручки здесь отдельные элементы, их покрасили в цвет кабины грузовика. Установлено две запаски, крепление точно такое же, как на сидельном тягаче. Два топливных бака. И у грузовика прекрасно детализированы колесные диски и покрышки. И по уровню детализации покрышки ничуть не уступают аналогу от Maestro Models. Поэтому на этом грузовике я не вижу смысла менять резину. И, кстати, передний колесный диск отличается от задних. У этого варианта установлен передний бампер без лебедки. Также с правой стороны закрепили регистрационный номерной знак. И с моей моделью довольно интересный казус. Передний регистрационный номерной знак такой, какой должен быть на автомобиле с бежевой кабиной, а задний регистрационный номерной знак на надстройке и на распуске взят от автомобиля с синей кабиной. Видимо, сборщик перепутал детали, и мне попался вот такой комбинированный экземпляр. Конечно, это не столь принципиально, нету смысла обменивать модель на что-то другое, тем более я взял последний экземпляр из магазина, но нужно будет найти подходящий передний регистрационный номерной знак или откуда-то достать два задних регистрационных знака, чтобы они совпадали. Также на кабине с водительской стороны установили прожектор, который освещает грузовую платформу. И здесь присутствует отверстие для закрепления сеточки из фототравления, но этой детали не устанавливается на трубовоз. И на надстройке установили лопату и небольшую пилу. Пила из фототравления, лопата изготовлена из пластика. И также присутствует небольшой катафот в виде треугольничка. Надстройка у этого грузовика функциональна. Вы можете ее вращать вокруг своей оси. И также установили специальную ниточку, которая имитирует трос. После того, как вы установите трубы, вы можете ее замотать, чтобы детали не свалились с данных коников. Также есть специальное крепление. Если вы делаете длинную цепку, то тоже сюда устанавливаете троса. И на распуске для тросов есть специальные отверстия. Здесь тоже рабочая установка и тоже намотана ниточка. Задние фонари на распуске сделаны из прозрачного пластика. Тоже установлен катафот посередине. И можно посмотреть, как сделан протектор на покрышках. И давайте покажу, как этот трубовоз выглядит с установленными металлическими элементами. И можно поставить как две трубы, так и три. Но мне больше визуально нравятся две установленные трубы, потому что если поставить наверх третью, тогда машина визуально будет казаться короче.
А вот в таком варианте она выглядит более растянутой. Но еще раз повторюсь, я попробую поискать такие трубы в каком-то строительном магазине и сделать более длинную сетку. И могу вам для сравнения показать сидельный тягач, обзор на который вы могли видеть чуть ранее на моем канале. И этот автомобиль окрашен в классический темно-зеленый защитный цвет. И как раз вы можете посмотреть, чем отличаются разные модификации. У сидельного тягача установлен передний бампер с лебедкой. Также с водительской стороны присутствует огнетушитель. Уже говорил, крепления запасных колес точно такие же. На подножке добавили канистру. Естественно, отличается сама платформа, и на этом варианте добавили задние крылья. И также вместо сцепного устройства здесь просто небольшая петелечка. Топливные баки точно такие же колесные диски, и кабина точно так же проработана изнутри. Единственное, она покрашена темно-зеленым цветом. Возможно, данный трубовоз хорошо смотрелся бы тоже с кабиной темно-зеленого цвета, но опять же, если бы Deep выкрасил грузовик в точно такой же защитный цвет, получались бы все автомобили темно-зеленого цвета. И опять же, на полке выходило бы темно-зеленое пятно. А так есть какое-то разнообразие. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о этой модели трубовоза. Если в вашей коллекции похожий грузовик, если бы вы покупали эту модель в свою коллекцию, в каком варианте окраски вы бы предпочли масштабную копию? Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом канале. И можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на модели, которые я не показываю здесь. На сегодня это все. До новых встреч. Пока.